Hello everyone! We continue video lectures in the framework of course Methodology of Biology Teaching. And today we have the next theme, the organization of educational activities in the process of teaching biology. Всем здравствуйте! Мы продолжаем ряд видеолекций в рамках курса «Методика преподавания биологии». И тема на сегодня – организация воспитательной деятельности в процессе обучения биологии. Today we have the following goals. To study educational or educative goals and objectives of biology education in the system of modern schools. The next, to consider the system of education of pupils in biology classes, civic, labor, moral education or EDUC, and environmental culture. And last, to study the role of biology in shaping the worldview of pupils. На сегодня видеолекция ставит перед нами следующие задачи и цели. Во-первых, изучить воспитательные цели и задачи биологического образования в системе современных школ. Второе, рассмотреть систему воспитания обучающихся по классу биология. Это гражданское, трудовое и нравственное воспитание, а также экологическую культуру. И последнее, это изучить роль биологии в формировании мировоззрения обучающихся. Before we start new them, let's review material from previous video lecture number 12. We talk about section number 4, which named Applied Integrated Sciences, about characteristics and features. We considered role of this section in context of academic subject biology, and we considered spiral development of learning objectives from 7th to 9th classes or grades. Also, we considered recommendation for young teachers or future specialists. We talk about features of the planning and organization of lesson and control measuring tools for assessing knowledge of pupils in the framework of section number 4. Прежде чем мы перейдем к разбору нового материала, вкратце повторим содержание видеолекции номер 12. Мы разобрали раздел 4, который называется «Прикладные интегрированные науки». Мы разобрали кратко характеристику и особенности данного раздела. Мы уяснили роль данного раздела в содержании академического предмета биологии, а также рассмотрели спиральное развитие образовательных задач и целей на примере 7 по 9 класс. Также были разобраны рекомендации для молодых учителей и будущих специалистов. В особенности мы рассмотрели планирование и организацию уроков, а также контрольные измерительные средства для оценки знаний обучающихся в рамках раздела номер 4. Окей, keep calm and study hard. Теперь давайте усердно поработаем. Details about EDUC. EDUC or upbreeding is a purposeful and specially organized influence of the educator on the pupil. Education is aimed at the transfer of social experiment and common human culture, and the organization of productive activities and the healthy lifestyle, as well as at creating conductors for the development of personality, helping in communication and learning in case of difficulties. Воспитание является целенаправленным и специально организованным влиянием воспитателя на воспитанника. Сущностью воспитания является практика преобразующей деятельности, направленная на изменение сознания, отношения, психического состояния, знания, умения, способа деятельности или других сторон личности воспитуемого. Обычно воспитание направлено на передачу социального опыта и общечеловеческой культуры, на организацию продуктивной деятельности и здорового образа жизни, а также на создание условий для развития личности, оказание помощи в общении и учении при затруднениях. The goals of EDUC are expected changes in the personality of pupils under special educational influence. The essence of EDUC lies in the purposeful transformation of social experience into personal experience, attaching a person to all the wealth of human culture. Воспитание может быть успешным при условии, если оно связано с обучением, приобретением знаний и умений, если оно проводится в системе и развитии взаимодействующих элементов. Цели воспитания – это ожидаемые изменения в личности обучающихся под специальным воспитательным воздействием.
Сущность воспитания заключается в целенаправленном превращении социального опыта в опыт личный, приобщающий человека ко всему богатству человеческой культуры. The educative function of teaching biology follows from the very essence of this science, since it reflects the laws of the development of life, the variety of forms of living organisms. Воспитывающая функция обучения биологии вытекает из самой сущности этой науки, так как она отражает закономерности развития жизни, многообразие форм живых организмов. Okay, let's consider types of edu. First, formation of a worldview. Depending on the nature of the philosophical basic, the worldview can be scientific and religious. Scientific philosophy does individual disciplines, but equips them with a method of cognition, and the theory of thinking occupies a key position in scientific knowledge. Philosophy unites with science the desire to build knowledge in a theoretical form to logically prove their conclusions. Second, moral and aesthetic edu. Fostering a sense of godness and a sense of beauty or aesthetics are inextricably linked. So, communication with objects of nature develops feelings of beauty and human morality. Moral ideas are determined by the human attitude of a person to a person. Third, environmental culture. The aggravation of contradictions in the interaction of society and nature contributed to the development of a complex ecology, which covers the socio-economic, natural scientific, technical, medical, legal and moral aspects of the environmental problems. A new area of pedagogical theory and school practice has emerged, environmental education and upbreeding of pupils, which aims to form a responsible attitude of school children to nature, supplant consumer approaches to nature with a rational attitude, a conviction of the need to preserve the natural environment, creative creation. На данном слайде вы видите разбор некоторых видов воспитания. Первое из них – это формирование мировоззрения. В зависимости от характера философской основы, мировоззрение может быть научным и религиозным. Научная философия не заменяет отдельные дисциплины, вооружает их методом познания и теории мышления и занимает ключевое место в научном познании. Философия объединяет с наукой стремление выстроить знания в теоретической форме, логически обосновать свои выводы. Второе – это нравственное и эстетическое воспитание. Естественно, воспитание чувства доброты и красоты, или же другими словами эстетики, неразрывно связаны. Таким образом, общение с объектами природы развивает чувство красоты и нравственности человека, а нравственные идеалы определяются гуманным отношением человека к человеку. Третье – это экологическая культура. Обострение противоречий во взаимодействии общества и природы способствовало развитию сложной экологии, которая охватывает социально-экономические, естественно-научные, технические, медицинские, правовые и нравственные аспекты экологических проблем. Новая область педагогической теории и образования школьной практики как раз-таки возникла благодаря экологическому образованию и воспитанию обучающихся, целью которого является сформировать ответственное отношение обучающихся к природе, вытеснить все потребительские подходы к природе с рациональным отношением, убеждение в необходимости сохранить природную среду и творчество. The next type of edu, polytechnism in school biology and labor edu. Fourth, polytechnism in school biology. Studying biology, the pupil must get an orientation in the technology of all spheres of production, both material and spiritual. Try his hand at solving empirical or conceptualization, theoretical and constructive problems. And last 5, labor edu. Labor edu is based on polytechnic education, of course, labor and vocation training and vocation guidance of pupils. Labor and polytechnic training of school children should be carried out in accordance with the modern level of development of science and technology, taking into account the needs of society, the abilities and inclination of pupils to educate students or pupils so that work becomes their primary need, a vital necessity.
последние два вида воспитания. Это 4-й политехникум школьной биологии, последнее 5-е трудовое образование. Что касается политехникума школьной биологии. Изучая биологию, обучающийся должен получить ориентацию в технологии всех сфер производства, как в материальной, так и в духовном. Он должен попробовать свои силы в решении эмпирических, теоретических или, другими словами, концептуальных, а также конструктивных задач. И последнее 5-е – это трудовое образование. Трудовое воспитание основано на политехническом образовании, трудовой и профессиональной подготовке и профессиональной ориентации обучающихся. Трудовая и политехническая подготовка обучающихся должна осуществляться в соответствии с современным уровнем развития науки и техники, с учетом потребностей общества, способностей и склонностей обучающихся. Таким образом, воспитывать обучающихся нужно так, чтобы работа стала их первоочередной потребностью, то есть жизненной необходимостью. It is necessary to form an idea of health as a practically comprehensible standard, as well as pay attention to the physical development of children. Проходя все этапы и виды воспитания, нам необходимо также сформировать представление о здоровье, как о практически понятном стандарте, а также всегда обращать внимание на физическое развитие детей. Okay, we have considered full material of video lecture number 4. Thanks for your attention. Ну что ж, мы разобрали весь материал в рамках видеолекции номер 13. Большое спасибо за внимание.